3 месяца назад Трамп победил на выборах в США, после чего биткоин зафиксировал рост на 50%, поскольку в Конгресс начали приходить прокриптовалютные политики. Из-за этого у инвесторов сложилось мнение, что приход Трампа запустит настоящий альт-сезон, ведь будет одобрение новых ETF, новая криптополитика и так далее. Причем самая активная фаза роста ожидалась после его инаугурации 20 января. И да, биткоин тогда реально пробил новый максимум. Вот только того самого альт-сезона и пампа монет на десятки процентов за день так и не произошло. А все, что мы получили после прихода Трампа, это настоящую торговую войну, угрозу роста инфляции и начало локальной коррекции. Причем опасения перехода такого движения в полноценный нисходящий тренд только растут. Сейчас об альт-сезоне уже мало кто вспоминает, и все задаются лишь одним вопросом: когда будет разворот рынка? Многие уже просто устали, даже продают свои монеты в минус и уходят с рынка, поскольку их ожидания не оправдались. Но, друзья, сегодня в ролике я все-таки хочу ответить на вопрос, что сейчас происходит с крипторынком, и не просто разобрать главные причины падения, а я подробно объясню, почему мы оказались в этой точке, где мы сейчас находимся. При этом видео будет разделено на две части, где в первой вас будет ждать разбор факторов, которые продолжают дампить рынок, и мы обязательно поговорим про биткоин, для которого уровень 100 тысяч уже начинает выступать сильным сопротивлением. И, конечно же, я отвечу, почему альт-сезон не наступил после прихода Трампа. Ну а во второй половине мы обсудим, что может подтолкнуть рынок вверх и вытащить нас с этой просадки. А также я покажу вам, что может стать хорошим стимулом не для альт-сезона, а как минимум в целом для восстановления рынка и роста многих монет. Сейчас этот ролик обязательно станет для вас полезным как никогда, поэтому поддержите его лайком. И если вы желаете, чтобы следующее видео стало топ самых прибыльных монет, поставьте 2000 лайков и напишите в комментариях «Хочу топ монет», и мы постараемся его сделать максимально быстро. Как всегда, спасибо за вашу поддержку, всем приятного просмотра, вы на канале Coin22, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и как я сказал в начале, первое, что мы сегодня сделаем, это ответим на вопрос, почему с начала года мы плавно идем вниз и тестируем новые минимумы, особенно по альтам. И в данной ситуации без разбора последних новостей не обойтись. Кстати, все, что касается актуальных новостей рынка, их вы можете получать в нашем Telegram. Редакторы Coin22 отслеживают все важные события и делятся этой информацией с вами. Также мы публикуем аналитику рынка, отчеты, метрику и много всего другого, поэтому не тратьте свое время на поиск свежих новостей, а получайте все самое необходимое в нашем Telegram. Те, кто смотрел наши последние ролики, прекрасно знают, что причиной такого движения рынка, безусловно, стала торговая война Трампа против Китая, Мексики и Канады, на фоне которой индекс доллара растет, а риск увеличения инфляции повышается. Сейчас основные причины, по которым цена биткоина снижается и тянет за собой весь рынок, являются те самые новые пошлины Трампа на сталь и алюминий в размере 25%, которые только усиливают неопределенность на рынке. И второй фактор – это равновесие давление покупок и продаж, ведь биткоин застрял между двумя уровнями и консолидируется, что показывает нам отсутствие бычьего импульса. Новые пошлины обостряют продолжающуюся торговую войну, что привело к падению доверия инвесторов. Существуют опасения, что эти пошлины могут привести к росту инфляции, что может заставить ФРС сохранить или даже повысить процентные ставки, ведь как вчера заявил глава ФРС Джером Пауэлл, они не будут торопиться со снижением процентных ставок, что негативно отразилось на цене биткоина. Более высокие процентные ставки обычно делают рискованные активы, такие как крипту, менее привлекательными, поскольку более безопасные активы, такие как облигации, наоборот становятся более привлекательными. В ответ на эти негативные факторы на прошлой неделе на рынке были зафиксированы высокие ликвидации на сумму более 2 миллиардов долларов, о чем мы писали в нашем телеграм-канале. Компания QCP заявила, что новые пошлины ставят под сомнение временную задержку, которая была на прошлой неделе, и могут вновь обострить торговую напряженность. И добавили, волатильность биткоина сейчас смещается в сторону опционов до апреля, что отражает отсутствие катализаторов роста. Также рынок корректируется по той причине, о которой я говорил в начале. Я имею в виду неоправданные ожидания после прихода Трампа. По факту в январе все ожидали рост и новые максимумы, но Трамп начал заниматься другими вопросами, и крипта как бы осталась в стороне, за счет чего ажиотаж начал утихать и цены пошли вниз. Еще одна причина, по которой цена биткоина остается в фазе консолидации с продолжением коррекции, заключается в том, что он движется в пределах двух важных уровней. 5 февраля биткоин
биткоин упал ниже 50-дневной SMI или уровня 99 700 долларов, однако поддержка была установлена на уровне 100 SMI возле 95 800 долларов. Появление свечей доджи за последние 4 дня говорит о том, что в этой области происходит перетягивание каната между продавцами и покупателями. Биткоин должен преодолеть 50 SMI, чтобы выйти из консолидации и столкнуться с сопротивлением на важном уровне 100 тысяч. Потеря 100-дневной SMI может привести к более глубокой коррекции биткоина. На карте ликвидации биткоина крупные ордера на продажу находятся в районе 50-дневной SMI, а позиции на покупку чуть выше 100 SMI. Но долго ли продлится такая консолидация? На самом деле аналитики ожидают, что консолидация цены биткоина завершится к концу февраля. Но почему? Согласно метрике, консолидация биткоина может приближаться к своему концу, но ключевой вопрос, который остается, заключается в том, когда именно биткоин вырвется из консолидации. По словам криптоаналитика, биткоин может продолжить консолидацию в текущем диапазоне еще некоторое время, особенно после того, как угрозы Трампа ввести тарифы спровоцировали массовую ликвидацию на крипторынке и усилили опасения относительно торговой войны. Многие трейдеры ожидали, что инвестиционная активность биткоина увеличится, поскольку биткоин пробил уровень 100 тысяч. Однако данные показывают, что новый спрос остается существенно ниже, чем наблюдался на пиках прошлых циклов. В последнем отчете Glassnode указано, что новый спрос на биткоин составил 26% на историческом максимуме 2017 года и 32% на пике бычьего цикла в 2021 году. Новый спрос при текущем максимуме 109 тысяч составляет 23%. Поэтому для завершения текущего периода консолидации вероятно потребуется устойчивый новый спрос со стороны более мелких игроков. Но поскольку слабые руки наоборот уходят с рынка, ведь не получают желаемый профит, потребуется время, чтобы настрой инвесторов стал более положительным. И раньше для таких фаз на рынке требовался месяц и более. Поэтому, как я говорил ранее, первая половина февраля остается напряженной, и более-менее нейтральный тренд начнет формироваться к концу месяца и началу апреля. Эту метрику я вам показываю не просто так, ведь по мере изменения этих значений можно оценивать текущий спрос со стороны новых и мелких инвесторов. Но поскольку не все умеют правильно анализировать рынок и на основе этого анализа находить точки входа, вы всегда можете воспользоваться лучшим помощником для всех криптотрейдеров, а именно нашей подпиской Coin22 Pro, где вы получаете уже готовые сделки и при этом не тратите время на теханализ. За счет этого все участники Pro недавно заработали от 80% на росте лайткоина, от 70% на падении Aptos, от 75% на лонгах TAO на прошлой неделе и еще на многих других сделках от наших профессиональных аналитиков, которые ежедневно следят за рынком. А пошаговое обучение на старте позволяет зарабатывать даже новичкам, ведь вам будут предоставлены информативные видеоуроки с разбором торговых стратегий, и после вы приступаете к практике в сопровождении экспертов. А чтобы зарабатывать полностью на пассивной основе, для вас будет собран сбалансированный портфель. Поэтому, если вы желаете получать максимум от движения рынка как на росте, так и на падении, переходите и напишите нам по ссылке в описании. По факту торговая война, которую начал Трамп, реально оказала очень негативное влияние на крипторынок. Резкое падение биткоина ниже уровня 92 тысяч 3 февраля сильно напугало инвесторов, вызвав рекордные ликвидации на 2 миллиарда долларов. Поначалу инвесторы, казалось, готовились к таким экономическим проблемам из-за тарифной войны Трампа, что в принципе привело к быстрому восстановлению. Однако сейчас, чем дольше мы находимся ниже уровня 100 тысяч, тем больше растут опасения, что рынок переходит в фазу коррекции и формирует нисходящий тренд. Но так ли это на самом деле? Как показала угроза тарифной войны, спрос на биткоин остается высоким, последовательно компенсируя просадки, даже на уровне выше 90 тысяч. Анализ Glassnode просадок бычьего рынка биткоина предполагает, что рост на биткоин может вырасти, что может спровоцировать вторую фазу эйфории рынка. Исторические данные показывают, что в течение последних 3 циклов коррекция в среднем составляла около 25%, за которыми следовало ускорение ценовой динамики в течение последних 3 булранов. И текущий бычий рынок еще не испытал такого ускорения. Что касается предложения, то ключевой метрикой, за которой стоит следить, является порог долгосрочного и краткосрочного холдера. Он отслеживает движение капитала от долгосрочных инвесторов к новым покупателям, предоставляя более четкое представление о динамике предложения. Пик цикла биткоина часто сопровождается тем, что долгосрочные холдеры фиксируют прибыль и продают свои монеты новичкам, но данные Glassnode показывают, что пока это не так. Хотя долгосрочные холдеры перевели более 1 миллиона биткоинов новым покупателям с ноября,
они по-прежнему сохраняют значительно большую долю предложения, что сигнализирует о их уверенности в еще более высоких ценах в будущем. Также дополнительные данные Glassnode показывают, что цикл 22-25 года пока что очень похож на цикл 15 и 18 годов, однако точное повторение маловероятно. В 17 году исторический максимум биткоина увеличил его цену 113 раз, а следующий пик принес 20-кратную прибыль. По мере развития биткоина коэффициент роста каждого цикла снижается, требуя все больших притоков капитала для поддержания новых уровней. На данный момент биткоин вырос в 6 раз, с минимального уровня цикла 16 тысяч в декабре 2023 года, что предполагает ожидаемый рост в диапазоне от 10 до 13-кратной прибыли. Это будет означать пик между уровнем 160 и 210 тысяч долларов, которые совпадают с прогнозами многих аналитиков, например, аналитиков VanEck, Asset Management, а также Bernstein. Но когда он достигнет пика? Аналитик CryptoCon считает, что индекс относительной силы достаточно точный в определении фаз цикла. RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и величину движения цен, помогая определять состояние перекупленности и перепроданности. Анализируя случаи, когда RSI приближался к порогу 99%, CryptoCon определяет ключевые этапы цикла. Их данные предполагают, что биткоин вошел в четвертую фазу цикла в ноябре, указывая на вероятный пик рынка около сентября и октября уже этого года. Другим историческим точным индикатором для определения рыночных вершин является P-цикл топ. Эта метрика отслеживает 111-дневную скользящую среднюю, а также кратную 350-дневную скользящую линию. В прошлых циклах биткоин достигал своего пика, когда эти линии пересекались. Согласно этой метрике ожидается, что биткоин достигнет своего пика около 26 сентября. Хотя ни один индикатор не идеален, устойчивость рынка и сохранение спроса указывают на то, что настоящий максимум еще впереди. Конечно, сразу возникает вопрос, а что же тогда будет толкать рынок вверх, если, например, Трамп сейчас занимается совершенно другими вопросами, и ему явно не до крипты. На самом деле факторы для роста по-прежнему есть, причем их даже несколько. Во-первых, интерес к биткоину сохраняется от больших инвесторов и фондов, что мы наглядно можем увидеть по притоку капитала в ETF. А также кроме биткоина, активный приток капитала фиксирует эфир, который даже перегоняет биткоин. И учитывая комментарий главы самого большого фонда в мире BlackRock, Ларри Финка, который сказал, что биткоин является лучшим инструментом от обесценивания валюты, то эти накопления со стороны больших игроков могут продолжиться, тем самым поддержать рост. Также давайте не забывать об ETF на альты. За последние пару месяцев многие инвестиционные компании подали заявки, и одной из последних стала заявка на монету ADA. При этом, по мнению аналитиков Bloomberg, первый ETF, который могут одобрить в ближайшее время с вероятностью в 90%, является Litecoin. И, кстати, об этом я вам говорил еще в начале года, а также советовал его покупать. Когда SEC одобрит ETF на Litecoin, то это частично станет зеленым сигналом для тех монет, которые ожидают одобрения. Я имею в виду Solana, XRP, ADA и Doge. Понятно, что это не будет гарантом их запуска, но тем не менее повысит вероятность, что окажет положительное влияние на все базовые альты. Также можно добавить то, что SEC продолжает работать над новыми криптозаконами. И как я говорил вам ранее, они создали даже специальное подразделение и сайт, который направлен на регулирование крипторынка. А еще лидеры криптоиндустрии призывают Конгресс установить четкие правила, предупреждая, что США рискуют отстать на фоне продвижения мировых конкурентов, которые продвигают про-криптополитику. Тем временем, пока биткоин консолидируется, эту возможность не упускает Майкл Сейлор, ведь в понедельник он снова сообщил, что его компания купила 7633 биткоина за 742 миллиона долларов по средней цене 97 255 долларов за монету. Кроме Сейлора, на этой неделе биткоин покупает компания, которая занимается созданием терморегулирующего оборудования для аккумуляторов. И эта американская компания купила биткоин на 10 миллионов долларов. А Tesla сообщила о выручке в размере 600 миллионов долларов именно благодаря биткоину. Ну и, пожалуй, самый главный фактор, благодаря которому многие инвесторы по-прежнему остаются на рынке, это запуск биткоин-резерва. Дэвид Сакс, которого Трамп назначил главой по крипте, на прошлой неделе заявил, что они рассматривают возможность создания биткоин-резерва. Конечно, сейчас все находится только в зачатке, и вы должны понимать, что для его запуска потребуется много времени. Но тем не менее, глава Apollo Sets сказал, что в тот день, когда правительство США объявит, что покупает биткоин, его цена вырастет на 50 тысяч долларов за 1 минуту. Да, это произойдет не сегодня и не завтра, но разговоры об этом резерве будут продолжаться на протяжении всего года. Конечно, после инаугурации Трампа все хотели, чтобы рынок улетел вверх, и каждый день фиксировал по 10, 20 или 50% роста. И само собой многие ждали тот самый альт-сезон. Но, друзья, те, кто смотрел наши старые видео, прекрасно знают, что такой термин, как альт-сезон, остался в далеком 2021 году. Ведь при текущем количестве монет на рынке, которые размывают общую
капитализацию. Повторение такой фазы роста альтов физически невозможно, и вы можете пересмотреть эти видео, чтобы более подробно понять почему. И вообще сейчас криптовалюту все чаще начинают воспринимать как какой-то слот из казино в Монте-Карло, в то время как альтсезон выступает неким джекпотом, способный превратить ваши 100 долларов в миллионы. Но, друзья, давайте все-таки понимать, что криптовалюта, если не брать в учет мемы, шиткоины и прочий мусор, это инвестиции. И я бы сравнил крипту с рынком акций еще на этапе зарождения. С одобрением тех же ETF на крипторынок пришло много новых опытных инвесторов, которые прекрасно понимают, что это игра в долгую, а не легкий заработок на пару дней. Точно так же и вам нужно относиться к биткоину, эфиру и многим другим монетам как инвестициям. А значит, вам нужно выбирать стратегию накопления и регулярно покупать по той же системе DCA, о которой я ранее рассказывал. И именно по ней работают Майкл Селлер, Ларри Финк, американские фонды и банки. В очень редких случаях вы можете заработать, если купите биткоин и продадите его через 2 месяца. Живой пример, если бы вы покупали биткоин в декабре на локальных пиках. Но если держать монеты в долгосрок, то ваше терпение вам окупится и начнет приносить первые плоды. Ведь казалось бы, в марте прошлого года биткоин стоил 70 тысяч, что также было локальным максимальным уровнем. И во время вот этой нисходящей фазы до 50 тысяч, те, кто продали монеты через месяц, 2, 3 или даже через полгода, остались в минусе. Но стоило бы похолодить около года, а также накапливать на дне, формируя среднюю цену, то вы бы заработали. А про максимум 2021 года я вообще молчу, ведь тогда биткоин упал до 16 тысяч. Поэтому не нужно сравнивать криптовалюту с казино, а альтсезон с каким-то джекпотом. Это прежде всего инвестиции, где время играет в вашу пользу. Конечно, никто не запрещает купить какой-то мем и продать его в рамках недели, а профит положить себе в карман. Но сами понимаете, что несмотря на прибыль, риски таких покупок очень высокие, и делать на них основной упор я ни в коем случае не рекомендую. Лучше всего покупать фундаментальные и базовые монеты. И еще я бы вам советовал инвестировать в альткоины, в которых вы будете уверены в рамках хотя бы 4 лет. Если, например, мы знаем, что в ближайшие 4 года биткоин останется на рынке и он имеет поддержку от фондов, то его, конечно же, стоит регулярно покупать. Это также касается эфира, Solana, XRP и других монет, о которых мы говорили ранее. Вы должны мыслить в долгую, и рынок вас обязательно отблагодарит. История и мой личный опыт показывают, что по большей части в плюсе остаются долгосрочные холдеры, а инвесторы, которые продают на первой же коррекции, остаются в минусе. Так что, друзья, покупайте хорошие монеты, накапливайте их постепенно и придерживайтесь долгосрочной стратегии, ведь сейчас рынок просто избавляется от слабых рук, которые все равно позже вернутся на рынок и снова будут покупать на максимальных уровнях. Поэтому во время вот таких просадок лучше всего накапливать и усреднять свой портфель. Обязательно в комментариях напишите ваше мнение касательно текущего движения рынка, а также какую стратегию вы используете во время коррекции и какие монеты покупаете. Также переходите в Telegram, где есть самые свежие новости, ставьте лайки, жмите колокольчик и увидимся в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч!